добрым утром. Доброе утро. Мы сегодня, погода немножко испортилась, для нас это самое то. Мы сегодня решили поехать в город, в Пулу, и снять для вас немножечко именно сам этот город, ну и может быть еще что-то нам попадется интересное и красивое. Может быть, даже мы попадем на один остров, который нам очень понравился, когда мы были там последний раз. Так что смотрим. Ну и вот достопримечательность, одна из достопримечательностей города Пула, это амфитеатр. Сохранился в довольно-таки хорошем состоянии. Ну и, естественно, он используется так же, как и в других городах, как театр. Наконец-то получили мы наш кофе. Да, солнце? Да. Теперь ты не А будешь... что есть будем? Теперь я не буду злая. Ты не будешь злая, да. Вот У меня омлет с сыром и грибами, ага. а у Димы омлет с сыром. Лаванду. Свете говорит, я найду всегда. Даже лавандовые куколки. Что это? Лавандовые куколки. Такие прикольные уточки. Самые-самые разные. Разных размеров. Большие, маленькие. Хочешь что-то рассказать, Света? Нулевая улица, Зироштрасс. Скользкие камни, да, Свет? Ну, сегодня пойдет, сегодня у меня как-то скользко. Вчера прям опасно было. Я за тебя держусь, Светуська. Я за тебя держусь. Потому что скользко тут. Потому что скользко. Можно взять такую экскурсию и пойти просто по всем по ним. Да, Зироштрассе. Ну, время открытия у них с 9 до 5 вечера, 17 часов. И, Ну, то есть даже это наоборот, нет, да, это да. вне сезона, а в сезон даже с 9 до 9, 12 часов он работает. Вот. Ну, там особо, по-моему, ничего не рассказывали тогда. Мы были как-то, показывали, где они все прятались, люди как. Ну, что-то такое было. А стоимость билета ты не знаешь случайно? Давай нажмем, вот как здесь палец стоит. А, потом... О, вот так это выглядит. А, старт. Давай возьмем немецкий. Ну, 7 евро тикет. Детский. Ну, что ты скажешь, Солнце? У нас была не такая длинная прогулка по Пуле, да? Почему? Потому что жарко. Только поэтому. Ну, потому что мы хотим поехать все-таки на остров, а отсюда они сейчас не ездят корабли. В прошлый раз мы отсюда с Пулы ездили, сейчас только с другого города. Мы поедем оттуда, посмотрим, если еще не поздно, то доедем все-таки. Такое вот тут вот круговое движение и красивые. Я так понимаю, что эти цветы вечером потом светятся наверняка. Симпатичненько. Большое такое круговое. Едем во Фрижану. Приехали мы в Фажано. Посмотрим сейчас, можно ли еще. Да. Чуть не сказала на самолет билеты взять. На кораблик билетики взять. Очень красивенько. Маленькие такие рестораны, симпотно так сделаны, смотрите. Красиво. Музыка такая. Симпатично.
Сейчас мы взяли билеты на корабль до этого острова доехать. Он называется Великий Брёни. И этот остров знаменит определенными вещами. Вам расскажем об этом, когда будем там. К сожалению, программа только на английском, но мы все-таки взяли, посмотрим, насколько мы будем понимать и вам переводить. Тут красивый такой парк вдоль набережной. Сувенирчики различные можно приобрести, также можно даже поплавать. У них там как пляж такой есть. Запахи, конечно, эти пиньи, они настолько вкусно пахнет, это прям ароматы. Это как курорт для бронхолегочников. Скажите, классно. Ехать всего 15 минут до этого острова. Так что ждем. У меня лавандовое мороженое. Попробуй, скажи как. Фиолетово. Вкусно. Приплыли мы на остров. Сейчас здесь есть две возможности. То есть собираются две группы. Экскурсия на хорватском языке и на английском. Бриони известны благодаря многолетней деятельности Иозифа Броз Тита, президента бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии. Тито впервые посетил Бриони в 1947 году, а Белая вилла стала его официальной резиденцией в 1953 году. Его последнее пребывание на архипелаге состоялось в 1979 году. Тито жил на Бриони 4 месяца в году, а Вели, Бриун и Ванга были его любимыми островами. Тито был выдающимся государственным деятелем и один из основателей движения неприсоединения. Бывший президент бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии принимал на Бриони многочисленных глав государств и партий. Архипелаг был одним из влиятельных центров мировой политики. С Бриони Тито руководил государством, партией и армией. Любитель природы, животных и знаток историко-культурных ценностей, Тито выступает за охрану лесов, благоустройство парков, животноводство, исследование и сохранение памятников и организацию гостиных объектов. Благодаря этому выбору Бриони были сохранены и стали привлекательным местом для местных и иностранных туристов. Нашли ровесницу Светланину. Ее зовут почти так же. Ее зовут, если меня зовут Светлана, то это слониху зовут Ланка. То есть свет убираешь и Ланка. Да. Вот такая вот девочка. Такая девочка, которая родилась даже в том же году. Здесь стоит оливковое дерево, большое такое. Этому дереву примерно 1600 лет. На самом деле оливковые деревья начали выращивать примерно 5000 лет назад. И вот здесь, на этом острове, было около 400 деревьев. И римляне, когда они были на этом острове, они все их посадили и производили из них масло оливковое. И деревья оливы, они обладают очень долгой жизнью, скажем, да, то есть они могут жить очень долго за счет того, что их кора постоянно обновляется. Поэтому каждое дерево может на самом деле достигать 2000 лет. Вот так. И здесь говорят, что вообще это самое старое дерево в мире. Ну что, давайте мы расскажем, почему, чем же этот остров, кроме сафари, знаменитый вообще, почему сафари этот появился здесь, на этом острове. Давайте. Чего?
Рассказывай. Я должен рассказывать про вот этот остров. Да. Я же не гид. Но я попробую. В общем, этот остров, я правильно скажу, если он принадлежал Титу? Неправильно, да? Он жил просто здесь. А он здесь просто жил. В общем, да, у него здесь... При Советском Союзе не могло что-то принадлежать кому-то. А почему здесь Советский Союз? Но советская же. Югославия. Югославия советская. Факт то, что... Социалистическая. Хорошо. Факт то, что Тита был в Югославии более 30 или около 30 лет президентом. И то, что до сих пор люди о нем отзываются очень положительно. То есть он жил довольно-таки бескоррупно, и когда он умер, он был в одиночестве. У него не было жены. Жена была. Жена была. Жена была, причем в одиночестве умер. Ну, потому Не что было не любовницы. так, как там казалось бы, со всеми там почтами или все. Нет. Нет, спокойно, да, умер? Да, да. Он умер в 1980 году. И, Он умер в каком году еще раз? 1980. 1980. Да, и до сих пор память о нем живет настолько, что, ну вот на этом острове он не похоронен, он похоронен где? В Сербии. И Может, мы в музей сходим? да, можно. Пойдем. Мы находимся сейчас возле входа в музей Тито. Долго нет уже Тита, не все животные так долго живут, поэтому большинство из них находится в музее Тито уже как экспонаты, да, то есть это чучело тех животных, которых когда-то привозили, ему дарили со всего мира. Ну и вот фотография Тито почти в полный рост, и его высказывания о тебе говорят твои дела, которые ты оставляешь после себя, то есть твои поступки. Но звучит очень мудро. Ну и вот так вот выглядело во время, когда он здесь был, на этом острове. Он был небольшого роста, да? Ну, много знаменитых людей были здесь. Вот, допустим, мы видим Лола Бриджитте, вот это вот его жена. На архипелаге Тито выполнял значительную часть своей государственной и политической деятельности. На 90 встречах он говорил с президентами, королями, королевами и императорами 60 стран, а также встречался с главами правительств и министрами примерно 100 стран мира. Гостями Тито на Брионе были государственно-политические лидеры стран Восточной Европы, такие как Никита Хрущев, Леонид Брежнев и другие. Практически каждый посетитель национального парка мечтает покататься на Кадиллаке Тито, который прибыл на Брионе в 1953 году в качестве подарка бывшему югославскому президенту от канадских иммигрантов. Он стоит прямо у входа в музей. Кадиллак находится в превосходном состоянии. Оригинально темно-зеленый цвет и оригинально сохранившиеся детали. Мечта любого коллекционера олдтаймеров. Автомобиль имеет длину 5,5 метров и ширину 2 метра, а его двигатель имеет мощность 5000 кубических футов, 260 лошадиных сил и 8 цилиндров. 50 лет назад люди не стремились к низкому расходу топлива, поэтому этот Кадиллак в среднем расходует 25 литров на 100 километров. Тито ездил в этом Кадиллаке по национальному парку с 1953 по 1979 год. Сегодня Кадиллак Тито является одной из самых интересных достопримечательностей на острове, и его можно, кстати, взять на прокат, что особо привлекает молодоженов, которые любят отпраздновать самый счастливый день в своей жизни, управляя этим роскошным олдтаймером. Как тебе наше путешествие сюда, на этот островок? Этот островок, он, в любом случае, мы рекомендуем сюда один раз попасть. Может быть, даже не один, но уже второй раз здесь. И оба раза нам понравилось. Да, Светочка? Да, некоторые плавают просто сюда, чтобы здесь купаться на пляже. Хотя тут не везде можно купаться.
Дима, что это за хлеб такой? Я, если честно, тоже задался этим вопросом. Но он очень вкусный. Очень. Это оливковое масло и... Вот это оливковое масло с этого места. Фазана. Фаджана. Очень вкусное масло, рекомендую. Вы сейчас смотрите любимую рубрику «Пожрать». Что ты заказала, Светлана? Это фиш-плата, да? Это рыбная тарелка на двоих. Рыбная тарелка на двоих. Да. О, красивая тарелка. Давай, Очень большая такая. давай посмотрим, что с нее потом получится. Да. Поужинали вот в том ресторане. За это время здесь, на площади, сделали такие, как базарчик. Это все сделано вручную. В данном случае из лаванды. Косметика различная. Бижутерия. Вязаные сумки. Цветы тоже такое все вручную сделано. Домики типа. Оливковые деревья, кстати. Оливковое масло. Здесь сыр. О. Если бы мы не были сыты, конечно, сыр это наше. Это наше все, мы бы пробовали однозначно. Нога, видите, какая-то окорок тут продается, колбасы какие-то, да? Сыр, Дима. Здесь тоже оливковое масло. Пончики маленькие. Люди все делают сами. Сделано с любовью, как говорится. Это стеклодувы делают. Как украшение, так и посуда. Прикольно. И из проволоки разные вещи. Да, красиво. Так. Мы, наверное, попробуем все-таки кусочек сыра. Мы сыру не можем сказать нет. Поэтому будем пробовать. Ну и сейчас вечером, конечно, все рестораны открыты. Здесь даже живая музыка. Симпатичная такая площадь. А мы идем к машине вот по такой узенькой улочке. Знаете что? Мы надеемся, что мы без штрафа обойдемся, потому что у нас уже давно наш проплаченный парк Шайн, да, билет, парковочный тикет уже давно просроченный. Ну что, штрафа нам не повесили, мы очень рады, благодарим. Время было до 17:41, а сейчас уже 8 вечера. Ну, не Уже рассчитываем. 9 час, да. Ну, все хорошо. Вот и прошел ваш день, еще один ваш день вместе с нами. Мы прощаемся на сегодня. Сейчас мы едем уже домой к сыну. И посидим сегодня вечером. Завтра мы уже в дорогу. Так что всем пока. Да, и завтра мы направляемся в Италию, где мы также будем снимать.